Добрый день, зрители и подписчики моего канала. Сегодня мы продолжаем вязать нашу рыбку-погремушку. И для нее сегодня будем вязать хвостик, плавнички, глазики. Тело у нас уже готово. Вязать я буду крючком номер 2. И плавнички я буду делать желтым цветом. Поворачиваем рыбку той стороной, там, где у нас ручка была цельная, без шва. Там я буду вязать верхний плавничок, вот этот вот рыбки. Находим вот центр сверху ручки и от начала, где она вязалась. И присоединяем туда желтую пряжу. Вы можете любую другого цвета присоединять. Закрепили. И теперь набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь одну воздушную петлю мы пропускаем и через одну провязываем столбик без накида. 1. В следующую воздушную петлю 2, 3, 4 и 5. И еще один сделаем 6. Вот провязали 6 столбиков без накида. Этот хвостик мы потом спрячем. Теперь отступаем. Вот один вот этот мы пропускаем столбик, а следующий закрепляем ниточку соединительной петлей. Вот так прикрепили. Так, чтобы было вам видно, вот закрепили. Теперь делаем одну воздушную петлю, поворачиваем вязание и за переднюю дольку столбика захватываем и провязываем столбики без накида за одну переднюю петелечку. 1, 2, 3, 4, 5. В этом ряду мы провязываем 5 столбиков за переднюю стеночку столбика. Теперь делаем одну воздушную петлю, поворачиваем вязание и теперь одну петельку мы пропускаем, будем вязать во вторую за заднюю стеночку столбика. 1, за заднюю захватываем, 2, 3, 4. Провязали. После того, как провязали, один вот ряд мы пропускаем, а за второй захватываем
и присоединяемся соединительной петлей. Как бы через один ряд получается. Снова делаем воздушную петлю, поворачиваем вязание. Здесь будем провязывать за переднюю стеночку. Один, два, три. Провязали 3 столбика без накида. Делаем одну воздушную петлю, поворачиваем вязание, один столбик пропускаем, а во второй за заднюю стенку провязываем один столбик и второй столбик. Провязали. Снова один ряд пропускаем, а во второй делаем соединительную петлю и присоединяем плавничок. Вот так получается. Повернули вязание, сделали одну воздушную петлю и за заднюю стенку провязываем 2 столбика без накида. Снова делаем воздушную петлю, поворачиваем вязание и за заднюю стенку провязываем 2 столбика. Вот так. Немного неудобно. Вот за один захватила и сюда же провязываю вот так второй. Один мы ряд пропускаем, во второй присоединяем. Присоединили. Снова делаем воздушную петлю, поворачиваем вязание и еще провязываем 2 столбика. Уже не убавляем, вяжем 2 столбика за заднюю стенку. Один и второй столбик. Провязали. Делаем воздушную петлю, поворачиваем вязание и провязываем за заднюю стенку 1 столбик. Один. Так, сделали воздушную петлю и вот 1 столбик за заднюю стеночку мы его провязали. Теперь пропускаем один ряд, во второй захватываем и присоединяемся соединительной петлей. Делаем воздушную петлю, снова провязываем 1 столбик за заднюю стенку. Воздушная петля, поворот. И далее провязываем еще 1 столбик за заднюю стенку. Так, провязали. Присоединяемся вот снова через один ряд, один пропустили, во второй присоединяемся. Так, присоединили, смотрим, чтобы это было ровно. Может даже не по одному ряду вязать, а немного со смещением,
попробую сейчас за вот этот присоединиться и посмотреть, чтобы плавник был ровно по центру ручки. Так, можно вот так вот оставить. Вот так вот оставляем и еще делаем одну соединительную петельку через один ряд. Вот так. И вот так плавничок выглядит сбоку. Обрезаем нить и закрепляем. Вот верхний плавничок уже у нас готов. Эти ниточки потом спрячем в тело рыбки. Теперь будем вязать нижний плавничок. Его мы начинаем вязать от того момента, вот где была пришита ручка. Так, еще раз покажу. Вот нашли центр и присоединяем сюда нашу рабочую нить. Закрепили. Эту ниточку мы потом спрячем в тело игрушки. И будем так же само, как и первый плавничок, провязывать столбики без накида. Только здесь он будет поменьше, и потому там, где мы вязали, там, где мы присоединили вот столбики, сделали воздушную петлю, там провязываем столбик без накида. Один. В следующий, здесь мы не пропускаем, вот в следующий захватываем 2 ниточки и провязываем еще один столбик без накида. Вот провязали. И в следующий тоже захватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида. Провязали. Далее будем провязывать полустолбики. Делаем накид. В следующую захватываем и провязываем полустолбик. Провязали один. Еще делаем накид. Провязываем еще один полустолбик. Провязали. И еще один накид и полустолбик. Вот так провязали. Далее будем вязать столбики без накида. Так, смотрим, чтобы у нас было по центру. Нужно сделать немного смещения, чтобы плавничок и шел по центру. Так, вот так. Захватываем нить и вяжем столбик без накида. Один и второй столбик без накида. Вот провязали. Теперь вяжем соединительные петли. Одну делаем соединительную петлю. Вот провязали. И в следующую провязываем вторую соединительную петлю. Провязали 2 соединительные петли. Теперь обрезаем нить. И все, нижний плавничок готов. И ниточки тоже спрячем в тело. Теперь будем вязать боковые плавнички у рыбки. Для этого
Я беру желтую пряжу, вы можете брать любого другого цвета. Набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Одну воздушную петлю пропускаем и вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Это провязали первый ряд. Далее делаем воздушную петлю, поворачиваем наше вязание. Теперь за заднюю стенку провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Теперь 2 воздушные петли. 1, 2. Поворачиваем вязание. Одну воздушную петлю пропускаем. В следующую вяжем 1 столбик. За заднюю стенку снова провязываем 2, 3, 4. И в последнюю можно сделать соединительную петлю. Одну и аж в самый конец вторую, чтобы более выровнять краюшек. Вот так. Далее снова воздушная петля. Поворачиваем вязание и за заднюю стенку провязываем 1 столбик, 2, 3 и 4. Делаем 2 воздушные петли. Снова повернули вязание. Одну воздушную петлю пропускаем. Во вторую вяжем 1 столбик. За заднюю стенку провязываем 2, 3. И далее вяжем соединительные петли. Одну соединительную петлю и вторую сделали. И еще, чтобы просто выровнять край. Вот такой плавничок. Обрезаем нить немножечко подлиннее, для того, чтобы пришить плавник к рыбке. Закрепили. Теперь будем прилаживать вот где-то от шва, отступим 1, 2. Вот будете смотреть, или вот один рядок отступаем и вот так пришиваем плавничок. Или можете и 2 отступить ряда от шва. И иголочкой пришиваем плавничок. 1 и точно такой же вяжем 2. Уже пришиты 2 плавничка. И вот я иголочками отметила, где буду привязывать хвост для рыбки. Я приблизительно вот так взяла, посмотрела, куда мне нужно привязать, где бы я хотела расположить хвост. И в этой рыбке у меня было 6. Вот видите, да, вот таких вот кудряшек связанных для хвоста рыбки. А в этой я хочу связать 7 штук. И буду начинать вязать с оранжевой пряжи. И буду чередовать 2 цвета. Вот снова начну с верхней. Вот здесь захватываю
за 2 столбика рабочую нить, прикрепляю и буду набирать 40 воздушных петель. Так, давайте с другой стороны прихватим, так будет удобнее. С этой стороны вот так по центру. С другой стороны сделаю захват. Так, прикрепила вот ниточку. И теперь набираем 40 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Так, самостоятельно набираем 40 петель. Набрали 40 воздушных петель, и теперь одну воздушную петлю мы пропускаем, а во вторую провязываем столбики без накида, вяжем по 2 в одну воздушную петлю. И так в каждую воздушную петлю мы провязываем по 2 столбика. 1, 2. После чего у нас он закрутится, хвостики, и даст вот такую спиральку. Уже начинает закручиваться. Вот, уже начинает закручиваться понемногу. И вот дает спиральку. Видите? И так вяжем до конца по 2 столбика в одну воздушную петлю. Когда довязали вот до самого верха, смотрим сверху, один мы пропускаем, вот здесь столбик, а за второй захватываем и обрезаем нить. Вот у нас один хвостик готов. И таким образом, вот еще так закрутим его. Так он закручивается. Следующий я буду провязывать желтым цветом. И здесь я буду набирать уже не 40 воздушных петель, а буду набирать 35. И буду захватывать за следующий вот столбик. Аналогично прикрепляю рабочую нить. Набираю 35 воздушных петель и провязываю по 2 столбика в каждую воздушную петлю. Вяжем самостоятельно. Следующее перышко у рыбки, вот хвостику, я буду набирать 30 воздушных петель. И таким образом у меня получится еще 2 будет связано по 30 воздушных петель. Предпоследнее 35 и последнее седьмое 40 воздушных петель. Вяжем самостоятельно. Вот такой красивый хвост получился у рыбки. Я чередовала 2 цвета. Вот такой очень красивый. Теперь нам осталось связать для рыбки вот такие глазики. Я беру белую нитку, виолет у меня, и крючок номер 1. Вот.
делаем кольцо амигуруми, захватываем рабочую нить и в это кольцо провяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем. Во втором ряду делаем в каждый столбик по прибавке, то есть получится 12 столбиков. 1, 2, 3, 4. И так вяжем до конца ряда, в каждом столбике по 2 столбика. В итоге будет 12. Вяжем третий ряд. В третьем ряду провязываем 1 столбик, во второй делаем прибавку 2 столбика. И так чередуем 1 столбик, 2 столбика. В этом ряду у нас будет 18 столбиков. Замыкаем в кольцо и обрезаем нить подлиннее, для того, чтобы можно было пришить глазик и сделать на глазику вот такой белый блик. Теперь я взяла вот черную пряжу, снова делаю кольцо амигуруми, захватываю рабочую нить, провязывая в кольцо 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Замыкаем в кольцо как можно тоже. И теперь провязываем в каждый столбик по 2 столбика. 1, сюда же провязываем 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 и 10. Я провязываю вот так вот 10 столбиков по 2. Далее делаю соединительный столбик и обрезаю нить подлиннее, для того, чтобы можно было пришить к белому глазику. Вот так. Теперь возьму иголку с ниткой, приложу черный к белому и черной нитью пришию к белому глазику. Пришиваем. 2 глазика уже готовы. Обратите внимание, что я сделала 2 блика в зеркальном отражении. И теперь остается нам только пришить глазики, и погремушка будет готова. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!